Голодные волки окружили одинокого рыбака на замерзшем озере. То, что случилось дальше, не было звуком в привычном понимании этого слова. Звук можно услышать ушами, определить его направление, инстинктивно подготовиться к угрозе. Это была вибрация. Низкая, почти инфразвуковая, она родилась где-то в недрах планеты. Она прошла не по морозному воздуху, а сквозь многометровую толщу льда, через подошвы тяжелых зимних сапог и ударила прямо в позвоночник, заставив зубы мелко застучать. Сергей замер, окаменев с леской в руке. Тишина, наступившая после этого подземного вздоха, была оглушительной. Белое безмолвие Телецкого озера, скованного 40-градусным морозом, казалось бесконечным и враждебным. В этой звенящей пустоте он увидел его. На гребне снежного торса, в сотни метров от его жалкой, продуваемой ветрами палатки, возникла фигура. Слишком крупная для собаки, слишком уверенная для случайного зверя. Это был волк. Абсолютно черный, словно дыра в пространстве, поглощающая свет. Сердце Сергея, до этого колотившееся вяло и апатично под грузом личного горя, вдруг сделало мощный болезненный толчок. Он был один, теперь их двое. Но одиночество волка длилось недолго. Из-за ледяного нагромождения показалась вторая тень, затем третья. Они не выли, не крались. Они выходили на лед, как хозяева, переступающие порог собственного дома. Четвертый, пятый. Через минуту Сергея и его маленькую лунку окружало кольцо из 8 угольно-черных хищников. Холод, который до этого был просто фоном, вдруг стал осязаемым, липким. Он пробрался под старый, но добротный пуховик, заставляя кожу покрыться мурашками. Сергей, бывший сейсмолог, человек, привыкший объяснять мир цифрами и графиками, почувствовал, как первобытный иррациональный ужас поднимается из самых глубин души. Разум шептал: волки редко нападают на человека, они боятся огня и шума. Но глаза видели другое. Он видел худые, поджарые бока, выдающие долгую голодовку. Видел пар, вырывающийся из их ноздрей при каждом выдохе, как из маленьких преисподних. Видел голод, ту силу, которая в лютую зиму отменяет все инстинкты самосохранения. Рука сама потянулась к поясу, нащупав холодную рукоять охотничьего ножа. Бесполезная железка против 8 клыкастых смертей. Рядом лежал ледобур, единственное, что хоть отдаленно напоминало оружие. Год назад его руки не дрожали бы. Год назад он вообще не оказался бы здесь, в самом сердце замерзшего озера, в километрах от берега. Но год назад его жена Анна была жива. Теперь же в ушах зазвенел голос сына, Павла. «Отец, не дури! Сводки видел? Толчки идут по всему району. Лед на Телецком непредсказуемый!» — кричал Павел неделю назад. «Я знаю это озеро лучше, чем ты свою казарму. Не лезь!» — ответил тогда Сергей. «Ты не себя наказываешь, ты нас наказываешь. Мамы нет, так теперь и тебя не станет». Сергей тогда лишь молча вышел, оставив на кухонном столе записку: «Не ищи меня». И вот теперь, стоя под пристальным взглядом 8 пар желтых глаз, он понял всю чудовищную иронию своей эскапады. Он искал способа уйти тихо, а нашел самую жестокую и первобытную смерть. Вожак был огромен. Старый глубокий шрам пересекал его морду от глаза до угла пасти. Он не рычал, он просто смотрел. И в этом взгляде не было ненависти, только что-то тяжелое, древнее, как сами скалы Алтая. Один из молодых волков сделал нетерпеливый шаг вперед, шерсть на его загривке встала дыбом. Вожак издал короткий утробный звук, и молодой тут же замер, поджав хвост. Дисциплина стаи поражала. Они медленно, почти незаметно сужали кольцо, и снова вибрация. На этот раз отчетливее. Где-то далеко в стороне берега раздался глухой треск, будто лопнула гигантская кость.
Сергей, как профессионал, знал, это подвижки коры, колоссальное напряжение плит. Но его мозг, отравленный горем, списал это на мороз. Волки же отреагировали мгновенно. Они прижали уши и смотрели не на Сергея, а на лед под его ногами. «Ну давайте! Кто первый?» — хрипло крикнул Сергей, выставив ледобур. Кольцо сжалось до 30 метров. Вожак издал низкий рык, направленный будто к самому озеру. В тот же миг самый молодой волк бросился вперед. Но его целью был не человек, а палатка. Хищник вцепился клыками в брезент и с яростью рванул его. Ткань затрещала. Это было безумие. Зачем волку палатка? А потом к нему присоединились еще двое. Они не искали еду, они методично уничтожали укрытие рыбака. До Сергея дошло. Они отрезали ему путь назад. Они оставили только один коридор для бегства. В противоположную сторону, к диким отвесным скалам. Это была ловушка. Загнать жертву туда, где ей некуда будет деться. Решение пришло мгновенно. Прорываться к берегу. Сергей с криком бросился прямо на вожака. Он ожидал удара клыков, но вместо этого два волка синхронно ударили его плечами в бока. Сергей рухнул, ледобур отлетел. Когда зрение вернулось, он увидел над собой морду вожака. Из пасти валил пар с запахом сырого мяса. Низкое громовое рычание заставило Сергея вжаться в лед. Волк не кусал, он требовал. Он подталкивал человека в сторону скал. Рычание было настойчивым, как гудок локомотива. Сергей медленно поднялся. Волки шли за ним, четверо спереди, задавая направление, четверо сзади. Похоронная процессия, в которой покойник идет сам. Хруст снега под тяжелыми ботинками сливался с мягкой поступью стаи. В это время в 30 километрах в штабе МЧС Павел смотрел на карту. «Он там, я уверен!» Павел ударил кулаком по столу. «Сейсмическая активность растет, Павел. Ночью в метель мы не поднимем вертолет», — ответил полковник. Павел молча вышел. Он не пошел отдыхать. Через 5 минут рев его снегохода «Буран» потонул в шуме метели. Он ехал один, нарушая приказ, ведомый только чувством вины. А на озере Сергей уже едва дышал. Каждый вдох был как глоток битого стекла. И вдруг очередная вибрация. Долгая, протяжная. Лед под ногами застенал, как живое существо в агонии. В голове Сергея что-то щелкнуло. Он посмотрел на волков. Они припали к поверхности. Вожак тихо заскулил. Они не смотрели на человека. Они слушали бездну. Сергей вспомнил свои же карты 20-летней давности, тектонические разломы Телецкого. То место, где стояла палатка, было эпицентром. Самое опасное место. Осознание обрушилось на него лавиной. Они не охотились. Они спасались от того, что чувствовали своими животными инстинктами. И они гнали его с собой, как отставшего члена стаи. Шок был так силен, что у него подкосились ноги. Один из волков тут же ткнулся ему в бок мокрым носом. «Иди». Теперь он шел не из страха, а из понимания. Он стал частью этой дикой стаи беглецов. Впереди раздался оглушительный треск, похожий на выстрел пушки. Прямо перед ними ледяное поле раскололось. Черная полоса воды шириной в 5 метров отрезала путь к скалам. Из разлома валил горячий озоновый пар. Лед дышал. Волки сбились в кучу. Путь назад был невозможен. Там лед уже обрушивался. Сергей обернулся и увидел, как в километре позади него в небо взметнулся фонтан воды и ледяной крошки. Центр озера ушел в бездну. Вожак издал протяжный вой, полный безысходности. Вся стая ответила ему. Этот звук пробирал до костей, зов к тому, чего больше нет. Но затем вожак снова посмотрел на Сергея. В его глазах была решимость. Он подтолкнул человека к узкому ущелью в скалах, которое казалось просто щелью. Из него тянуло запахом земли и сырого камня.
Это был последний шанс. Сергей шагнул в темноту. Холодная, влажная земля, запах мускуса. За ним беззвучно вошли волки. Пещера оказалась высоким залом. Вожак лег в центре, тяжело вздохнув. Волчица принялась вылизывать молодых. Напряжение спало. Хищники больше не интересовались человеком. Они восстанавливали силы. Сергей сполз по стене. Страх уступил место изумлению. Он видел не убийц, а семью. В это время Павел нашел остатки лагеря. Разгромленная палатка, следы волков и ботинок отца. «Нет!» — закричал он в метель. Он увидел трещину. Он был отрезан. Вспомнив старые рассказы отца о геологических шурфах, он понял, где они могут быть. Елинская терраса всплыла в памяти. Он развернул снегоход и на предельной скорости помчался в обход, через буреломы, на перегонки со временем. Рассвет застал Сергея и волков на выходе из пещеры, ведущем на верхний уступ. Вожак вдруг замер. На льду внизу, у самого края нового разлома, стоял Павел. Он увидел черную фигуру того самого молодого волка, который ушел из пещеры раньше всех к рыбацкому ящику. Павел вскинул карабин. «Не стреляй!» — хотел крикнуть Сергей, но голос подвел. «Выстрел!» Молодой волк рухнул. Павел подбежал ближе, но тут лед под ним, подмытый течением, окончательно сдался. С криком Павел ушел под воду. Сергей метался по уступу. Спуститься было невозможно. Он видел, как его сын тонет в ледяной каше. И тут вожак со шрамом ткнул его в бок и указал на едва заметную вертикальную тропу. Двое волков, повинуясь команде вожака, бросились вниз. Они не напали на Павла. Они пробежали по кромке, указывая Сергею, где лед еще держит. Сергей скатился по камням, обдирая руки. Он дополз до полыни, лег на живот и протянул руку. Павел, уже почти потерявший сознание, вцепился в отца. С нечеловеческим усилием Сергей вытянул сына на твердый лед. Когда они, мокрые и обессиленные, подняли глаза на скалу, там уже никого не было. Волки исчезли, забрав с собой тело своего погибшего брата. Остались только следы и звенящая тишина рассвета. 2 недели спустя в госпитале Сергей зашел в палату к сыну. «Ты уверен, папа?» — спросил Павел, глядя на новую форму отца. «Более чем. Я еду на дальний кордон, буду следить за сейсмикой. Кто-то же должен слушать это озеро». Сергей посмотрел на свои руки со шрамами от камней. Он знал, что больше никогда не будет прежним. Он слышал язык, который знают только те, кто стоял на краю бездны в окружении черных теней. Он не знал, увидит ли их снова, но теперь он был частью этой земли, такой же дикой и такой же живой.